Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русторез. Меня зовут Андрей, и я продолжаю читать для вас рассказы на русском языке. Сегодня я прочитаю вам историю одного невероятного мошенничества. Итак, поехали. Легендарная Эйфелева башня была построена в 1889 году инженером Гюставом Эйфелем и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой Парижской всемирной выставки 1889 года. Тогда еще никто не мог представить, что башня останется с французами навсегда. Но эту знаменитую достопримечательность приходилось перекрашивать каждые 7 лет из-за постоянной угрозы ржавчины. А это означает использование 60 тонн дорогой краски, а также 18 месяцев работы, что здорово ударяет по бюджету страны. В наше время на покраску Эйфелевой башни тратится около 3 миллионов евро. И все считают это нормальным. Но в 1920-е годы для многих французов это казалось слишком сложно, бессмысленно и дорого. Когда в 1925 году в 5-й раз нужно было нанести новый слой краски, в парижских газетах появилось требование убрать Эйфелеву башню, которая сжирает огромное количество налогов. Именно этой новостью и решил воспользоваться Виктор Люстинг. Виктор Люстинг родился в январе 1890 года в Богемии. С самого детства Виктор посещал лучшие школы и изучал французский и английский языки. Затем его отправили в Париж учиться в университете. Однако 19-летний парень нашел более интересные занятия и большую часть времени начал проводить за игрой в покер и бильярд. В течение следующих нескольких лет Люстинг понял, что в жизни, как и в покере, можно зарабатывать блефуя. Поэтому он посвятил всю свою молодость оттачиванию навыков актерской игры и манипулирования людьми. Первое время он выдавал себя за ярмарочного медиума и занимался мелким шантажом. У Люстинга было богатое воображение. Со временем он стал опытным актером. Нередко в своих махинациях он исполнял роль европейского графа, французского министра или английского джентльмена, в зависимости от того, что требовала афера. В 1925 году Люстинг отправился в Париж, где остановился в номере люкс в отель де Крайон. Именно тогда он смог провернуть аферу, которая определила его карьеру. Незадолго до этого Люстинг прочитал в прессе о дороговизне обслуживания Эйфелевой башни и снижении посещаемости. Он разработал очень продуманный и весьма правдоподобный сценарий. Там были
фальшивые информационные буклеты, деловая встреча в Бордо, организация фальшивого офиса в подвале отеля, проникновение в различные учреждения Франции. Люстингу удалось убедить директора одного из крупнейших заводов по переработке металлолома, что правительству необходимо как можно скорее демонтировать Эйфелеву башню, а сам металл куда-то продать. Торговец металлоломом Андре Пуассон попался на удочку и появился на аукционе вместе с другими потенциальными покупателями, которые на самом деле были сообщниками Люстинга. За свою покупку Андре Пуассон заплатил 1 миллион 200 тысяч франков, что по нынешнему курсу равняется 6,5 миллионам долларов. После чего получил сертификат, подтверждающий, что теперь именно он является владельцем Эйфелевой башни и может распоряжаться ей по своему усмотрению. В конце концов, Пуассон понял, что стал жертвой аферы. Пуассон был настолько смущен, что от стыда даже не стал предъявлять обвинения аферисту, к тому моменту сбежавшему с деньгами в Австрию. Некоторое время спустя Люстинг вернулся во Францию и снова попытался продать башню за еще большую сумму денег. Он получил от своей новой жертвы небольшую сумму для оплаты налоговых пошлин. Договорился об условиях, тщательно все согласовал и даже подготовил договор о продаже. Но что-то пошло не так. Клиент Люстинга обратился в полицию с подозрением на мошенничество. Люстинг был вынужден бежать из Франции в США, где он переквалифицировался в фальшивомонетчика. Однако вскоре был арестован и заключен в тюрьму в 1935 году. Он умер в 1947 году в печально известной федеральной тюрьме Алькантрас от пневмонии. Друзья, вот такая удивительная история. Конечно, очень плохо зарабатывать деньги, обманывая людей. Но нельзя не отметить изобретательность нашего сегодняшнего героя. А вы бы купили Эйфелеву башню? А за сколько? Жду ваших комментариев. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!